Воу. Лошадка блокирует лучника. Да ладно тебе, ты угораешь? Пика. Пика контрит лучника, если есть лошадка или нет. Или крестьянин даже контрит. Нет, вы серьезно? Крестьянин контрит лучника, если есть лошадь. Здорово всем. Давайте посмотрим очень необычную 2 на 2 игру в турнире Two Nights Cup, СНГ турнир, который проводился Ликстопом с призовым, по-моему, под $800, где в финале оказались два сальс игрока. Это Сальс Винчестер со своим игроком, Килотом, да, своим союзником, против Сальс-антагониста со своим Риксаном. Итак, в чем суть турнира? 2 на 2 турнира по системе сильный плюс слабый. В нем даже участвовали некоторые топы из других стран, такие как ССМ и другие. Но до финала добрались игроки из Сальс и их челики. Все из России, но, насколько я знаю, у Килота висит польский флажочек. Так, вот такой вот расстановка игроков. У нас African Clearing. Не уверен, какой точно здесь счет прямо сейчас, но это прямо настоящий финал за довольно-таки большой призовой фонд. Это первый дивизион, тут было всего 2 дивизиона еще. Соответственно, давайте про рейтинги. Винчестер примерно 2800, да, играет на гунах, будет у него лошадочка. В принципе, он уже дает инфу, что здесь кто-то есть, и он знает, что здесь антагонист. Короче, сильный, ну и условно слабый, скажем так, да. Соответственно, что мы еще видим? Опа, это уже интересно, Винчестер. Рейтинг Винчестера там на максимуме 2800, у антагониста 2600. Соответственно, у союзника Винчестера, который очень рядом с ним находится, у него позади, все четенько, у него идеально тут ратуша. У него рейтинг, по-моему, до начала турнира был что-то в районе 800-900, но к концу турнира он стал уже где-то 1100. У Риксана точно не помню, но я думаю, рейтинг примерно около 1000, поэтому может быть тоже больше 1000 уже, но тут не так важен рейтинг, как важно вот тимплей и взаимодействие. Давайте немножко с самого начала посмотрим, как родилась лошадка и куда она пошла. Соответственно, да? Ага, вот как оно было. Антагонист за литовца. Довольно третьим крестом, да, двумя строил. Тоже у него идеальная ратуша, 2 озера, это всегда хорошо. Прямо из-под ТЦ забирает у Винча носорога. Так, здесь дает расстояние. Ай, вот затуп. Но все равно он за собой его ведет. Но здесь лошадка. И он снова отменяет, пытается переходить. Но Винч забирает этого кабана. Винч собрал. И лошадка, на самом деле, здесь помогла и смутила товарища антагониста. Давайте теперь поговорим про нации. Почему такие нации, непонятно. У Винчестера же гунны. На самом деле, у них меньше на 100 леса. Но здесь док особо не нужен. Здесь очень удобная лошадка, которая разведает всех врагов, всех овец и все прочее, даст инфу, залейнит. Да? У его союзника персы. Персы очень сильные, быстро работающие ратши, дополнительные ресурсы, в принципе, супер кони. На самом деле еще у гунов командный бонус, то, что, конечно, работает на 20% быстрее, это супер поможет тому же персу. Хорошо, давайте поговорим про литовцев, антагониста, плюс 100 еды на старте, и за каждую ратушу тоже. Довольно солидная нация, и здесь снова идет лошадка, что же она будет делать, она не пройдет мимо так, но абсолютно грамотный мув от антагониста задиагрить носорога, и все еще он пытается его довести, ратушей расстреливает, и здесь уже антагонист красавчиком. Ой, ну почти идеально. Он 4 хп мог бы дать тычку и довести, но в принципе все равно не убил из-под ТЦ, спас креста, и кабан почти под ТЦ, но все равно это лучше, чем оставить его товарищу Винчестеру, который шел за ним уже тоже. Хорошо, давайте глядеть дальше. Может быть, поменяем местами команды. Попытаемся. А вот товарищ Риксан на Молиться, да, Молиться, сильная экономическая нация, дешевое здание по лесу и быстрая добыча золота. И здесь, на самом деле, такой размен довольно интересный. Грубо говоря, антагонист тут против двоих, а Риксан один. Ну что, сможет ли он помочь, например, кавалерии издалека? Забавный момент, что Винчестер не стал присылать второго жителя через всю карту, а решил им просто, вот он родился, и он уже давно работает на лесопилочке. Это довольно неплохо. Но Винчу придется делать вторую лесопилку. Как только появляется лес, давайте глянем на айдмы, какие у нас у игроков. Так, здесь на самом деле Винчестер больше всех айдлит, ребята. Что за дела? Винча 22 секунды. Вот так вот. Как-то так вышло. Хорошо. Просто лесопилка. Винчестер выбирает немножко другой путь. Он лес на бабабах ставит, на которых 200 леса. Это, в принципе, клевенько. Что у нас есть еще здесь? Хорошо, по классике все ставят на озерах, на водичке, на рыбочке. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Он, ладно, это Винчестер идет за кабаном, ему нужнее. Я не вижу тут какой-то коммуникации, вижу, что Винч иксует. Короче, пошли они вдвоем, как будто бы не договаривавшись. Килот шел, потом такой, ладно, Винчу, наверное, нужнее. Ну, наверное, оно ему и действительно нужнее, потому что, ну, ближе Винч к врагу, да, действительно. И забрали тут кабана, хоть за этого он поборолся. Ну, и на самом деле рыбы тут много у Килота, да. Что происходит? Что за мисклики здесь у Килота? Куда он идет? Он идет рашить Винча. Он такой, ах ты, за кабана ответишь. А, ребята, погодите-ка. Килот же перс. Ребята. Пилот, блин. Какой пилот? Килот, извиняюсь. Перс. Пилот же керс. Нет. Это раш на антагониста. Воу, парень. Парень на антагонисте этого не подозревает. Он там спокойно себе лум, феодал, все нормально, 16 крестов, супер-пупер, убер-мега, no idol. Что делает Килот? Стоп, в чем проблема? У Килота не хватает леса, ребята. У Килота нету леса! Он, блин, у него 2 лесоруба, 275 леса надо. У него не хватило леса, он пришел, но ТЦРаш не удается, что делать? Он удаляет ратушу, что дальше делать? Антик этого не видит. Прям не видит. Винчестер тут такой говорит, так, давай, в чем проблема? Леса нету. Но есть трюк, ты можешь надобыть леса и скинуть в ТЦ Винча. О боже, это Титаник. Это идеальный план за ТЦ рашить сильного игрока слабым. Это отличный план, по-моему, по ситуации, потому что Килот оказался близко. Действительно хорошая подготовка, но реализация, боже мой. Ратуша не работает, ничего не работает, кресты просто трутся. 268, давайте сбрасывайте уже лес. Винч, наверное, орет здесь. Понимает уже антагонист что-то, да? Он видел или как? Как он видел это? Что он видел? Он заметил этого креста? Выход на золото. Он что-то почуял. И ставит частоколы, чтобы не дать поставить ратушу Килоту. Так. Ратуша, попытка поставить ратушу не получается. У антагониста все предусмотрено. Но все ли предусмотрено? Смотрите, какой X дает Винчестер. Винчестер дает X, говорит лошадка. Вот здесь можно поставить, ты дотянешься, поверь мне. И Килот верит или нет? Килот, ты веришь или нет? Антагонист, блин, уже в следующей эпохе. Верит. И строит. И действительно, так как ратуша антагониста может стрелять, значит и ратуша перса будет стрелять. Винчестер правильно подсказал. Тем временем, что делать молиться? Идеальная мельница. Идеальная мельница. Лесопилка. Здесь один крест. Забыли про него. Здесь ничего не осталось, только лесорубы. ТЦРаш. Отлично. В бараке стрельбище. То есть, в принципе, антагонист готовился выходить лучников. Построил себе тут частоколов, но его ТЦРашит. 17 крестьян. 20, 14, 19. Что происходит? У Килота... Килот строит ратушу. Персидская ратуша. 4800 хп против 2400. Удачи. Что делает тем временем Винчестер? Барак. Здесь, на самом деле, Винчестер как будто бы отстает от товарища антагониста. Вам так не кажется? Есть такое впечатление. По айдлам команда антагониста лучше идет. Не зря они в финал дошли. Все, лучники делаются уже. Крестьяне, их задача только стрелять в ратушу антагониста. Но есть прикол. Ведь задумайтесь, антагонист литовец. И обычно вы ставите в замковой эпохе доп. Ратуши, да, дополнительные ратуши, и получаете по 100 еды. Но он может поставить и в феодале доп. Ратушу, да, удалив ее или потеряв. Он ее поставит и получит 100 еды. Это не так плохо терять ратушу за литовца, но все равно плохо. Приходит первый лучник, начинает так, сделана даже пика. Она отгоняет креста, главное достроить стрельбище. И лошадка, воу, лошадка блокирует лучника, да ладно тебе, ты угораешь? Пика контрит лучника, если есть лошадка или нет? Или крестьянин даже контрит? Нет, вы серьезно? Крестьянин контрит лучника, если есть лошадь. Еще одного? Ну, Винч максимально потеет здесь. Тем временем, ратуша падает. 10 крестьян идеально. Явно Винч подсказал, что надо именно 10 крестьян. Либо Килот знает, как ТЦ рашить. Тем временем, Риксан как будто бы там что-то медленно развивается, переходит. У антагониста нет ратуши, он сразу перестраивает другую ратушу. Немного дальше. Отлично. Смотрите, что происходит. Как Винчестер потеет, использует лошадь на гуннах. Жесть. Антик выкручивается. Но лошадь. Может, надо лошадь убить? 33 хп надо убить, не так мало. Вот это стратегия. И они выходят вперед. По счету, по крайней мере. Килот идет разведывать крестьянам. Неужели будет планировать следующий ТЦРаш? Напоминаю, что Килот в темной эпохе.
Здесь же рынок кузница, планируется фасткасл, правильно. Скирм не может догнать лучника, что происходит? И здесь, да, антагонист понимает, что команда Винча будет использовать Килота, чтобы зарашить его. Он это абсолютно точно понимает. Здесь преследует и делает новые штуки, дома. Юнитов. Здесь стрельбище, тоже скирмы. Экономические апгрейды есть только у Винчестера, у антагониста нету. Идет новый ТЦРаш, 500 леса есть на этот раз? Говорит Килот, да, я готов, но где? Где делать? Лошадка стоит. Он удаляет ратушу снова второй раз. Отлично. Частоколы. Ну что, здесь? Уже без подсказки? Неужели здесь? Но здесь Скирм стоит. И кресты, они строят частокол. Не получается. Вот это стратегия, конечно. И начинает ставить ратушу перс с другой стороны, уже обходя антагониста. Антагонист не сильно может чем ответить. Но его союзник Риксан, переход уже в замковую эпоху, пока Килот тут как бы занимается фигней в темной эпохе. Но фигней ли? Крестьяне атакуют, и Антик уже, блин, он разочарован. Что происходит? У него даже на еде почти никого нет. Тем временем Винч тут развивается потихонечку. Рыбу, по крайней мере, качает. Антагонист пытается отменить ратушу. Давайте посмотрим. Уже 65%. Но крестов атакуют не так, чтобы сильно. Скирмы тоже. Тут еще лошадь тупая. И ратуша будет достроена, ребята. Да, тут сливается несколько крестьян, но сразу... О, еще 2 креста слилось. Слушайте, а сколько там насливал уже Килот? 9 крестьян слил, да? Винч убил 2, кстати. Ну, 50 на 43 в пользу антагониста все равно, потому что у Килота 12 крестьян. Замки нажимает Винчестер, он, конечно же, опережает теперь антагониста по ресурсам, по экономике. Но, короче, антагониста зажимают максимально сильно, да? Его явно тут убьют, если бы это была игра 2 в 1. Но игра не 2 в 1, Риксан должен помочь, он делает бараки, 2 конюшни. То есть, он наделал кучу зданий, ну ладно, замолиться можно, главное золото добывать и все такое прочее. На 2 конюшни должно хватать. Апгрейды, может седло успеть сделать. Седло, кстати, седло не успел сделать до времени перехода. Надо рыцарей делать максимально быстро и наказывать Килота. Здесь халявит антагонист, что по армии, лучники. Так, здесь антагонист все еще пытается кошмарить Винча, но Винч уже переходит в следующую эпоху. И Винч здесь сделал конюшню, но отменяет. В чем план? В чем план? Тем временем здесь что? 7 крестьян сидит, пока что живет. Так, заказанные рыцари. И здесь большой уже вопрос к Риксану. У него вроде как ресурсы на месте. Может и ратушу влупарить куда-нибудь. Да, неприятно. Может, надо было на холме ставить антагонисту. Если ты их ставишь на холме, тут какое-то преимущество. Здесь сложно поставить вокруг холма ратушу. Здесь антагониста проблема. Вторая броня, но рыцари мало. Рыцари надо сразу вести, это точно. Можно даже Винча рейдить. У Винча тут такая халява, просто жесть. А посмотрите сюда. Да, кстати, тут просто чел работает. Явно Винчем микрит. А Анти как сгорает вторая ратуша, что происходит? Но по цифрам у команды антагониста все лучше. Квиквол! Винч начинает на скилле дефаться, еще квиквол. Скирмы, луки. Они могут попытаться пробить. Дефает золото свое. Хочет золото Винч. Но Винча непонятная ситуация. У него одно стрельбище. А нет, 2 стрельбища. Неужели конные лучники? Да, они пошли, конные лучники. Кони бегают, Винчестер не получается. Его антиким помогает. Даблет Винча. Килот пока вообще в древних временах. Винча жутко даблет. У него все встает. Золото отбито. Сколько? Может он рыцарей сделать? Нет, не хватает ни на что абсолютно. Винча проблемы. Ресурсов нету. У Антика вообще почти на переход есть. Жалко, нет рад, что он ее перестраивает сверху. И здесь такой нормальный разменчик. Винч потерял 2 креста, Кило 9. Так, новая ратуша, которая даст плюс 100 еды, по идее. Кресты снова сдохли. И снова Килот работает здесь. Но я не вижу больше рыцарей. Где они? Они копятся здесь. Они могут копиться здесь, мне кажется. Ой-ой-ой-ой, Винч же заволит сейчас этих рыцарей. Он же сделает это легко. А, стоп, они уже заволены. Все, он сделал это. Нет? Да? Разве здесь... Здесь есть проход. Он убежал. Монастырь. Ну что, Риксан делает разницу как будто? Так, ну, у Килота все, больше камня нету. О, но Винч знал про эту лесопилку. Здесь, конечно, будет расстрел. Я не представляю, как антагонист может спасти этих крестьян. Но то же самое делает Риксан. Смотрите, забегает Винча, Килота, идет сюда, монастырь, пытается через монастырь камбэкать. Винч шарит, что конвертить коней не топовым игрокам можно. Они их, может, не будут удалять. Вот давайте посмотрим, удалит или нет. Но крестьянка упадет, по идее. Ай, да ладно, и крестьянка выжила, и конь забрал. Может,
Может, он и хотел удалить, да? Может, Риксан и хотел удалить, как только умрет. Ну вот он же хотел. Инста-конверт. Тем временем антагонист снова на озере, снова здесь живет, делает кузницу, хочет перейти. У него есть ресурсы почти на переход. Винчестер перестраивает вторую ратушу. Ну что, неужели Винчестер на скеле тут немножко отдефался? Так, не туда. Но очень же много коней может делать Риксан. Но вот только сейчас он делает седло, а как же атака? А как же еще атака? Надо ее обязательно делать. Он играет в одну ратушу. Здесь. Ну все, Килот успокоился, он заволивает лес, кое-как, довольно даже странно. Брак фермы. Не очень популярное решение, но лучше, чем ничего. Один скиром, все, что есть у антагониста. Конные лучники. Ну-ка, апы, без второй стрелы, без седла. Вообще без апов, но микро. Очень тяжело будет расстрелять этих рыцарей. Я бы сказал, даже не тяжело, а просто тупо долго. Рейд хороший от Риксана, он не отпускает. Но здесь, смотрите, да, жестко произошло. Всех крестов убили. Давайте смотреть, антагонист потерял 9. Но Риксан убил 6, неплохо. Not bad. Скирмы ищут еще халяву. Халява есть всегда. Халява есть всегда. Так, топорик только сейчас и переход в замковую. Снова проходит конвертий. И Винч стабилизируется. Причем Винч без добычи золота. Хотя нет, он здесь добывает золото. Петром, но... Здесь какие-то рандомные квикволы. И еще конверт. Да, монахи работают. Ну что, может легкую кавалерию надо добавить Риксану? Но пока непонятно, что он продолжает делать. Просто тоже продолжает делать рыцарей. Тем временем Килот живет. Килот живет и 64 экономики на обе команды. Стабилизировалась игра. Сейчас вопрос уже к антагонисту, что он будет делать. Конечно, крутая шахта здесь. Обратим внимание. Вообще рыцари с плюс 2 брони. Да, против конных лучников вообще без второй стрелы, без седла, без скорости. Но здесь тоже есть два рыцаря, и Винчестер явно будет их обузить. То есть посмотрите, что происходит. Да, рыбу всю съел. То есть монахи, можно подхиляться, можно универчик. Убивание частоколов не знаю зачем. То есть и Винчестер теперь, по идее, играет против слабого игрока. Да, как бы пытается его контрить. А Антик не может играть. Он выключен, он вне игры. Но он апается. Он вне игры за счет Килота. Килот тоже вне игры. Но это выгодно? Или нет? Антагонист делает ратушу. Что у него по ресурсам? Может еще одну ратушу сделать? И плюс 100 еды получить за каждую ратушу. Прикольно, но это бум. И посмотрите, что делает Винчестер. Откуда у него рыцари? Он их сконвертил. Спасибо за прекрасных рыцарей апнутых. Спасибо, что ты на них седло сделал и прочие вещи. Еще бы атаку сделал. Я бы быстрее порейдил. Он их использует в рейде. О боже. О боже. А где зеленые риксановские кони? Они дефаются. Крестьяне массово теряются. Давайте смотреть. То есть... В итоге Винч меньше всех крестьян слил. Всего лишь 5. Да, их нагоняют, но они убегают. Ратуши. Новое стрельбище. Не знаю, что будет из него. Винч катает в 2 ТЦ чисто. Что делает Килот? Он переходит в феодалы. Отлично. Дохренище ферм. Слушайте, ну я думаю, у него фасткасл получится сейчас. Здесь. 15 на еде. Риксан таки не добавил толком ратушу, да? Играет Адефа. Ну, ему можно попытаться порейдить и, собственно, Килота. Мы примерно знаем, что он здесь. Но ребята успокаиваются, начинают бумиться. Проблема в том, что Риксан потерял кучу крестьян. Сейчас, конечно... Винч нашел, где бумится Антик. Но Антик выходит с кермов против конных лучников гуна дешевых, да, в принципе, имеет смысл. Скирмы там быстрые. Но здесь незащищенные лесорубы. И перекусит их Винчестер. Непонятно, куда убегать. Ага, домики, выворот снизу. Ага, не-не-не, он трется здесь, чтобы вывернуться сюда. Антик, я понял его мысль. Да. Но, ребята... Баллистика была. Баллистика и только потом вторая стрела. То есть Винч максимально использует как бы мобильность, движение, поиски, да. Ему даже апы не нужны. Здесь. Он ищет еще коней. У него здесь это та лошадка Винчана все еще живая. Все еще живая. Но здесь 3 ратуши работает. Одна ратуша и 2 ратуши Винча. В принципе, Винч делает, пока раскачивается, больше конных лучников. И они отлично заходят. Они бегают по тылам и убивают. Тут носорог. Ну что, Килот сейчас нажимает замковую эпоху, ребята. Здание на месте. И будет готовить своих рыцарей.
Наконец-то ратуша, но очень много крестьян начинают умирать. Давайте смотреть. 13 у Антика, 14 у Риксана. Сами понимаете. Это до хрена. И Перс после ТЦ Раша очень хорошо восстанавливается за счет того, что ратуша быстро работает. Сейчас он будет догонять, догонять, догонять. Винч сейчас теперь дает время. То есть сначала Килот дал время команде, а потом Винч дает время самому Килоту. Ну, Винч сам время тоже не теряет, пытается как-то там бумить. Кое-как, на самом деле, не космически, но неплохо. То есть, в принципе, по экономике Винч с антагонистом сейчас выравниваются, да. Но армии 20 конных лучников, 4 рыцаря. Некоторые из них сконверчены, я думаю, эти вылеченные. Можно проверить, они с плюс 2 апами будут, да, вот эти плюс 2 апы. А вот эти обычные, да. Они тоже сконверчены. Вот 4 коня с апами Риксана, отлично. Так, здесь что у нас? Конюшеньки. Ой-ой-ой, пока тут антагонист с кермами развлекает Килота, там же кони готовятся. Здесь проблемы. Но выравниваются по крестьянам. Так. Но пока Риксан только дефается. Мне кажется, Риксану просто необходимо было залетать сюда в Килота и убивать ему половину экономики. Я думаю, он бы это легко сделал. Потому что одно дело убить Винчу крестов, да, потеряешь, блин, всех рыцарей за 3 креста. А Килоту, ну, будь здоров. И вот, наконец-то, прибегает. Здесь, правда, винчевские вот эти сконверченные кони, которые тоже, блин, прибегают. Это большая проблема. Литовцы тут явно не хватает монастыря. Килот все в замковой. И, конечно, больно. Ну, наконец-то они прибегают. Наконец, ну как же не хватает атаки, которая, блин, очень помогает убивать крестов очень быстро. Здесь какая пачка конных лучников, просто против которой будет максимально тяжело дефаться. Наконец, у Килота умирает массово кресты. Но он же может теперь делать, например, верблюдов. Да? Правда, из одной конюшни, со второй ни хера не делается, он там сидит скаут. Ой, какая неудача, крестьянка завела рыцаря, он начинает вилварить, этот рыцарь убьет тупо всех, по-моему, здесь. Хотя, ну, там посмотрим, верблюд придет. В общем, посмотрим. Но вилварить против рыцаря с седлом, это, конечно, те еще дела. Винч времени не теряет. Но Антик тоже, по идее, времени зря не теряет. Он будет сидеть бумиться. У него 65 крестьян, но у Винча уже больше. Винчевский рыцарь сконверченный даже здесь дефается и задефал. Представляете? Здесь эти дохлые скирмы ничего не пытаются сделать. Очень тут не дефается Риксан, не получается у него, сложно, да, тоже своих верблюдов делает. Здесь кресты тоже найдет их, Винч или не найдет, мы не знаем. Но у Риксана просто коллапсирует экономика, он не может придумать, как задефать. Нет у него каких-то надежных ратуш, вроде это надежно, но лес не прикрывает. Надо было, может, сюда еще ратушу. В общем, замолиться можно было бы 3 ратуши и поиграть. Как бы здесь ратуша. Хорошо, 30 крестьян, но 78. 70, но 24. В общем, преимущество у команды Винчестера небольшое. Пока еще небольшое. Здесь рыцари пока отдыхают, могут отбить конных лучников, но начинают кошмарить Антика, и неужели он даже не замечает, это очень плохо. Видимо, его отвлекают где-то еще, и он начинает очень много терять. Ай-яй-яй-яй-яй. Здесь приходят скирмы и пишут ГГшку команда Антика с Риксаном и проигрывают. Ребята, это очень красивая игра была. Очень красивая игра, посмотрите, что сделал Килот. Кто это придумал? Винч, Килот, не знаю, но командная игра очень красиво. Финал я стримил, можно пересмотреть. Но счет был, спойлер, вот какой-то такой, в общем-то. Ну, это офигенно. То есть, так садаптироваться, да? Потому что на самом деле у антагониста с Риксаном была хорошая диспозиция, грубо говоря, да? Антик на скеле тут, по идее, немножко подефается от Винча, да, там что-то поделает, будет нормально так жить, не должен умирать тут в хламину, как будто доживать до рыцарей Риксана, и он тут сделает разницу, как будто в моей голове было все так. Но Килот на персе, почему бы его не использовать, да, там был еще максимальный затуп с, ну как максимальный, затупушек с деревом, но ничего, Винч сообразил, оба, и через озеро поставить ТЦшку, это очень умно, конечно, и потом уже Килот как будто бы сам сообразил, куда ратушу вторую поставить, это было тоже супер. Но там Антик не дал поставить, и он с другой стороны поставил. Винч, конечно, явно помогал советами, и, в принципе, нейтрализация антагониста на очень долгое время, и на скилле разбросать Риксана и его коней, и их максимально заюзать. То есть очень красивая игра, на самом деле, здесь. Как по мне, это максимальный командный геймплей. Какие-то бесконечные ПМ 307 на скирмах, на ТЦшках, не знаю, там. Давайте чекнем статистику. Здесь милитари, смотрим. Винч, смотрите, сколько нарезал юнитов, да? Очень много юнитов нарезал, всем.
7. Килот убил всего лишь 3, но, в принципе, свою миссию сделал абсолютно точно. 42 армии, дешевые конные стрелки. В конце концов, у Винча лучше всех экономика была, но это в конце концов. Антик, в принципе, не отставал, но так и у него не получилось что-то сделать. Даже релики тут. Наверное, самая большая ошибка Антика была в том, что он не убрал тех лесорубов снизу, честно говоря. Он их не убрал. А ПМ у Винча тут, да, видели, как он парился, как лошадкой парился, да. Здесь у Килота меньше, чем у Риксана. У Риксана более чем солидная ПМ, но по решениям немножко где-то там не удалил коня, где-то не доделал атаку, где-то седло не сделал, пока апался в замке. И где-то, возможно, ратушу лишнюю не сделал пораньше все-таки. Да, в общем, было тяжело. Вот такие у нас катки с Two Nights Cup были. Обязательно ставьте лайк и до новых встреч.